Привет, это программа N+2. Сегодня мы поговорим про разные научные новости. Еще одна новость про космос. Луна. Мы поговорим про Луну. Есть такая история про лунотрясения или лунные землетрясения. Тут вот важно понимать, как их называть. Ну, давайте будем говорить лунные землетрясения и понимать под словом «земля» все-таки, почву лунную, лунный грунт. Вот. До сих пор неизвестно, есть ли на Луне достоверно геологическая активность. Есть доказательства и в одну сторону, и в другую. И вот наша следующая новость, она как раз является одной из тех новостей, которые показывают, что, скорее всего, какая-то геологическая активность на Луне есть. Как это влияет на изучение космоса в целом? Вообще, чем дальше мы живем, чем больше мы узнаем, тем интереснее узнать, как между собой космические тела взаимодействуют. То есть, вот, например, Луна. Да? Чтобы у тебя была какая-то сейсмическая активность, нужно, чтобы ядро Луны было разогрето, потому что если там есть магма, то есть она двигается, мантия, и вот как на Земле происходит геологическая активность. А, например, на Марсе, который гораздо более холодный и гораздо более остывший, геологической активности нет. Вопрос первый. Откуда на Луне геологическая активность? Скорее всего, если она действительно есть, то ее источником является притяжение Земли. То есть Луна, когда вращается вокруг Земли, на Луну действует гравитационное поле, а так как Луна, она довольно большая, то гравитационное поле в разных местах действует по-разному. Из-за этого, грубо говоря, у тебя разные куски Луны между собой начинают, тереться. И вот когда происходит вот этот процесс трения, происходит небольшое лунотрясение. Из космоса мы лунотрясение увидеть не можем, и если бы это было можно, мы бы давно увидели. На самом деле, хотя не прав, мы можем увидеть последствия лунотрясения, вот так. То есть вот когда вокруг Луны летал там космический аппарат, то можно заметить сход каких-то таких маленьких лавин. То есть поверхность Луны под воздействием космического излучения темнеет. И, соответственно, если ты видишь светлое пятно, то, скорее всего, эта часть грунта сошла, да, и обнажила светлую часть. Если у тебя есть регионы, где грунт сходит регулярно, то, наверное, там что-то трясется, потому что больше никаких причин для этого нет, если не существует лунатиков. Да? Вот. Поэтому из космоса мы это увидеть можем. Теперь, почему Луна повернута одной стороной, это называется орбитальный резонанс. Если взять два тела и запустить их, чтобы оно вращалось одно в другое, то это такое математическое свойство закона тяготения, что в какой-то момент одно может оказаться в орбитальном резонансе с другим. Это означает, что одно тело вращается, и другое вокруг него, и соотношение этих вращений они должны относиться как целые числа. То есть, грубо говоря, орбитальный резонанс Луны – это 1/2. То есть она делает один оборот вокруг Земли и параллельно вокруг своей оси вращается. Да? И из-за этого она повернута всегда одной стороной. Орбитальный резонанс может быть 2/3, например. Тогда она, вращается вокруг своей оси с какой-то скоростью, и в 2/3, и, соответственно, постоянно будет поворачиваться какими-то разными сторонами. Но вот Луна, соответственно, в таком орбитальном резонансе, поэтому одной стороной. Земные землетрясения по шкале Рихтера не оцениваются. Шкала Рихтера – это шкала разрушений, которые вызывают землетрясения. Землетрясения оцениваются магнитудой. Магнитуда – это такая безразмерная величина, придуманная исключительно для ученых, но потом так получилось, что все ее стали использовать, и в том числе и журналисты. То есть очень была простая идея. У тебя стоит сейсмограф, и он колеблется. И чем сильнее землетрясение, тем сильнее колеблется сейсмограф. И между маленьким землетрясением и большим землетрясением огромная разница в колебании стрелки сейсмографа. И поэтому ты думаешь, как делать? Вот давайте сделаем шкалу, которая будет называться логарифмическая шкала. То есть вот от колебания возьмем логарифм, и то, что получится, будем называть магнитудой. И, соответственно, это то определение, которое все используют. Если интересно, насколько лунные землетрясения сильнее наших или слабее, да, то они очень слабые. То есть для их регистрации мы о их существовании узнали только когда американцы туда слетали и оставили там сейсмограф. А до этого ничего зарегистрировать не получалось. Следующая новость про язык. Про язык, правда, мартышек.
Мартышки зеленые, позаимствовали у своих близких родственников, верветок, слово для обозначения дрона, то есть квадрокоптер, то есть штука, которая летает. Это показывает, что мартышки могут довольно быстро модифицировать свой язык при появлении нового объекта, для которого у них раньше не было обозначения. У мартышек нет языка в привычном нам понимании, у них есть система сигнальных звуков. Ну, то есть они там по одному верещат, когда видят тигра, по-другому, когда видят еду. Про тигра, кстати, я не уверен, что там, где они живут, тигры обитают, простите. Вот. Но смысл заключается в том, что конкретный звук для обозначения конкретного объекта у них есть. Да? Они не складывают их в предложение, это все-таки сигнальная система. Очень интересно, как эта сигнальная система пополняется. Дело все в том, что у мартышек, у зеленых, у них нет опасности с воздуха. То есть до появления дрона не было того, чтобы на них нападали птицы. Да? А потом им показали дрона, а потом им включали звук, и они, когда первый раз увидели дрон, они стали издавать какие-то звуки, а потом этот звук стали повторять, когда уже слышали просто звук приближающегося дрона. Да? И оказалось, что это вот в систему их коммуникации вот этот звук встроился. Его записали, посмотрели, как он устроен, и оказалось, что он устроен очень похоже на звук, который их близкие родственники, они там в одном районе живут, верветки, используют для обозначения как раз опасности с воздуха. То есть мартышки не просто позаимствовали слово, они его еще и правильно позаимствовали и по делу. Ну, то есть, как вот, например, в русском языке есть слово «компьютер», да, которое по-английски означает «вычислитель», да, но по-русски оно означает «другое». То есть мы заимствовали из другого языка слово практически дословно, да, то есть по-английски «computer», а по-русски «компьютер». Вот. Придали ему немножко другое значение, вот, и активно используем. Оказывается, мартышки абсолютно так же действуют. Что-то ты хорошо про ученых думаешь. Нет, конечно, они приехали пугать мартышек дроном. Это изначально было задачей. То есть они вот изучают людей, ну это как обычно устроено. Обезьяны изучают комплексно. То есть нет такого, что ты придумал какую-то штуку, поехал в экспедицию, изучаешь обезьян. Обычно есть люди, которые постоянно этим занимаются, и к ним приезжают ученые с разными предложениями, с разными работами. Типа, давайте изучим этот аспект, этот аспект. То есть изучение обезьян – такой постоянный процесс, да, он происходит. И вот, соответственно, в изучении обезьян приехали с предложением изучить реакцию на дрона. И вот, соответственно, получилось. На сам дрон в целом и звук. Вообще очень важно, чтобы он звучал, потому что концепция беззвучной опасности, она такая посложнее. Понятное дело, да, что мартышки, они должны друг друга предупреждать о какой-то опасности, поэтому хорошо, когда у опасности есть звук. Еще одна, правда, классная новость, что коалы, оказывается, пьют воду. До недавнего времени считалось, что воду они не пьют, а всю влагу преимущественно получают из листьев эвкалипта, которые едят. Вот. Открытие сделано было очень просто. В засушливом регионе Австралии расставили штуки для питья, да, с водой, сосуды, и просто камеры засняли, как коалы подходят и реально пьют воду. Вот представляешь, никто не замечал. Тут же еще что важно, что процесс пить – это не открыть рот во время дождя. Пить – это на самом деле непростой навык. Какое-то время назад, по-моему, года 4, была новость, например, что первый раз разобрались, как собаки лакают воду. Это оказалось нетривиальное механическое действие. Язык собаки опускается в воду, после чего мышцы складываются так, что образуется маленькая чашечка, и она несет воду в рот, закидывает вот эту небольшую порцию воды, и пока она проглатывается, язык опускается и еще раз зацепляет. Вот. И то есть потребовалась камера сложная, все это снимали в замедленном режиме, в ускоренном режиме, правильно, с большим числом кадров. Это оказалась нетривиальная задача. Поэтому, грубо говоря, умеет ли коала пить, это хороший и интересный вопрос-то. Вот, то есть, если ей дать чашку, сможет ли она с ней что-то сделать? Вот, оказалось, может, да, действительно, умеет пить. Это довольно любопытный результат.
Слушай, я не знаю. Там на фото видно, что она опускает морду в воду и, скорее всего, лакает, как большинство животных, да, но навряд ли так красиво, как собака, потому что собака же, когда лакает, у нее язык вообще очень далеко выходит, она там прям над водой. Тут, похоже, попроще. Морда, по крайней мере, в воде. Это я не знаю. Это хочется сказать, что если они есть, им просто надо предложить, и тогда мы выясним, что они пьют.